Представляем вашему вниманию необычный рецепт котлет, который пополнит вашу семейную копилку рецептов. Для котлет понадобится 700 грамм свинины, смеленный фарш, полстакана овсяных хлопьев, запаренных теплой водой, 1 яйцо, 1 небольшой картофель, половинка репчатого лука, 20 грамм твердого сыра, соль и черный перец по вкусу. Для смешивания необходимых компонентов я беру блендер. Можно использовать мясорубку либо мелкую терку. Необходимо измельчить овсяные хлопья, лук, картофель и сыр. Яйцо можно добавить непосредственно в фарш. Я складываю все ингредиенты в емкость для блендера и измельчаю до однородной массы. Каждая хозяйка может экспериментировать с консистенцией измельчения, руководствуясь пожеланиями своих домочадцев. Дополнительно к ингредиентам я добавляю немного фарша и начинаю все перемешивать. Получившуюся смесь выкладываю в емкость с фаршем для дальнейшего перемешивания любым механическим способом. Это можно сделать как ложкой, так и руками. Перед перемешиванием фарш нужно посолить и поперчить. Для этого я использую обычную поваренную соль и черный молотый перец. Приступаем к перемешиванию. Начинаю смешивать ложкой, но затем домешиваю вручную, что максимально сокращает время смешивания фарша до состояния однородной консистенции. Вот такой у нас получился фарш. После перемешивания фарша моем руки и немного их смачиваем холодной водой. Так котлеты формировать легче. Сформированные котлеты выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом. Я готовлю котлеты под крышкой, чтобы они дополнительно пропарились с целью увеличения термической обработки мяса. Через 4-5 минут, проверив степень поджарки, я переворачиваю котлеты на другую сторону. Мне удобно это делать 2 лопаточками. И снова накрываю котлеты крышкой на 4-5 минут. Смотрю степень поджаривания, и если хочется немножко больше получить золотистую корочку, оставляю под крышкой котлетки и еще на минуточку.
Затем выкладываю готовые котлетки на тарелку. Такие котлетки порадуют вас своей мягкостью, сочностью и пикантным вкусом. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и до новых встреч!